Беспроводные наушники с интересным дизайном как бокса, так и самих наушников. Они также могут похвастаться поддержкой Dolby Atmos, АИ шумоподавлением во время звонков, отличным временем работы, режимом низкой задержки 88 миллисекунд, водонепроницаемостью класса IPX5, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Realme Buds Air 3 Neo. И да, Air 3 я уже делал обзор около 4 месяцев назад, и мне они понравились. Но как же себя показали Air 3 Neo, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я, наверное, буду тестировать уже 20-е рилмевские наушники на моем канале. Чем эти хороши? В первую очередь ценой, во вторую очередь то, что это новинка, и в третью, разумеется, там Dolby Atmos, шумоподавление у микрофонов, активного шумодава здесь нет, то есть вы разговариваете, они адаптируют ваш голос, убирая лишние шумы. 30 часов автономности, но это вместе с боксом. Bluetooth почти последний 5.2 и 10-миллиметровые драйвера. По большому счету, все, что надо знать для того, чтобы распаковать и протестировать. Не забудьте подписаться на YouTube канал, написать комментарий, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И, разумеется, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок в прикрепленном комментарии. Здесь у нас инструкция, к сожалению, полностью на английском языке, точнее, к еще большему сожалению, вся на китайском. Прозрачная крышка, мы такое уже видели у Oppo. Очень интересный цвет, синий. Очень неприятные для меня глянцевые вставки, потому что я не люблю таких украшений. Хотя, опять же, этим грешат все. Даже Huawei FreeBuds Pro вспоминаем. Они блестят до сих пор по ночам, когда я хожу. А две пары сменных амбушюр, смысл их даже распаковывать нет. Никаких эрок, left и right, как пытались сделать Oppo, в своих ушах здесь нет. Это хорошо, меньше будут забиваться грязью. Мне нравится вот этот ободок черный, нравится полупрозрачная верхняя крышка, Type-C-шник. Не нравится то, что видны места соединения у бокса. И сейчас мы проверим, как все это дело будет по весу с боксом. 38,6 грамма. Наушник точно меньше 4,5. 4,1 грамма. 8,2 грамма. Ну ничего. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца обычно много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Покупайте выгодно, и я туда скидываю все, что покупаю сам. И не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 10 тысяч человек. Сможете сформулировать правильный вопрос, вам ответят. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть две расцветки, это синяя и белая. Дизайн бокса внешне выглядит хорошо, но тактильно мне больше понравился бокс у Realme Buds Air 3. Изготовлен он из матового пластика с полупрозрачной крышкой. Форма бокса овальная, габариты 65 на 49 на 25 мм. В кармане он не мешается, за время использования потертости он собирает практически моментально. Вдобавок материалы довольно скользкие, но не марки. Сборка хорошая, не считая легкого люфта крышки в закрытом состоянии. Многих это дело нервирует. На корпусе расположили LED-индикатор и надпись Realme и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Хлопок при закрытии бокса звонкий, лично меня не раздражает. Далее, внутри на матовой поверхности расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткой информации мелким шрифтом. Наушники в боксе сидят плотно, если попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить усилия. Емкость аккумулятора 460 мАч, полный цикл зарядки занимает у меня 1 час 46 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, за эти деньги здесь нет. Наушники можно перезарядить от кейса 3 полных раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал, переходим к наушникам. Изготовлены наушники из пластика, дизайн интересный, из-за конической ножки. Наушники напоминают мне комфобатсы от OneMo. Основная часть наушников матовая, а внешняя сторона ножек глянцевая. Габариты небольшие, 31 на 19 на 20 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Его габариты 5,7 на
4,5 на 3 мм. Сборка данной пары неплохая, скажем, на свою стоимость. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфортно на протяжении 2 часов прослушивания музыки я не обнаружил, и уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают, и это хорошо. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, микрофона и сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова и включение игрового режима. Одиночного тапа нет, что хорошо. Настроить тапы возможность есть. Большой плюс за то, что с помощью тапов можно одновременно переключать треки, регулировать громкость или ставить музыку на паузу, как их воспроизводить. На тапы откликаются они довольно быстро, команды сопровождаются системными звуками, далее оснащены наушники 10-мм динамическими драйверами и композитной диафрагмой из Peak TPU. Активного шумоподавления как режима прозрачности здесь нет. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключаются они бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, что удобно и стандартно. Мультипоинта, датчиков автопаузы и всего подобного, как и анимации, не завезли, к сожалению. Далее емкость аккумуляторов наушников не указана. Полный цикл зарядки занял у меня ровно 1 час. Отыграли они на 70% громкости по кодеку AAC со звуковым эффектом баланс целых 6 часов 20 минут, что просто великолепный результат. 10 минут подзарядки бокса дали 1 час 26 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, по итогу функционал не пострадал, это радует, звук не изменился. В целом все с ними хорошо, и спойлер, я тестировал их микрофоны, запись вы услышите, разумеется, в ролике до утопления, так что не надо писать, что все плохо, потому что я их топил. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Realme Link, доступное как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а заряд бокса не отображается. Далее есть 3 звуковых эффекта: Bass Boost Plus, баланс и четкий. Также есть увеличение громкости и вкладка, через которую приложение перенаправляет вас в настройки на телефоне с Dolby Atmos, если, разумеется, смартфон поддерживает Dolby Atmos. Далее можно включить-выключить игровой режим, который по заявлению производителя достигает 88 миллисекунд. Во что с трудом, конечно, верится, но об этом мы узнаем позже. Далее это настройки тапов, вкладки с обновлением прошивки я не обнаружил. Возможно, они автоматически обновляются при подключении к приложению или данную функцию добавят в будущем, на что мы будем все надеяться. Bluetooth версии 5.2 не последний, но почти. Из кодеков на борту AAC, SBC через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом хорошая. Играть комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с AI шумоподавлением ENC окружающие шумы глушат неплохо, но перегруз присутствует и голос слегка искажается. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Realme Buds 3 Neo. Вот к этому моменту ролика, наверное, могу сказать, что недавно в телеграм-канал скидок скидывал их за 1700 рублей, и я вам скажу, что пусть здесь может быть и не самый идеальный микро, который я слышал, разумеется, я у дороги, говорю внятно и четко, громко, ветер минимальный. Мне нравится их бокс, но он безумно скользкий. Мне нравятся сами наушники по форме. Того, что здесь нет слишком много какой-нибудь аляпистости, с одной стороны. С другой стороны, тем, что они дешевые, простые, легкие. И я не слышал прямо лютых нареканий к пользователям по работе подобных ушей.
И микрофоны, и звук более чем достойно. Смотрим. Звучание в стоковом звучании запаса громкости достаточно, но напоминаю, есть функция для увеличения громкости. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 70%. Звучание данной пары меня порадовало, так как за их цену они звучат более чем достойно. Звучание басхедное, бас глубокий, среднего баса достаточно. Высокие звучат хорошо, но, как по мне, им слегка не хватает акцента. Середина с неплохой проработкой, баланс слегка утерян, но при этом каши я не услышал. Разумеется, на громкости выше 95% она слегка появляется. Детальности звучанию достаточно, инструментал отыгрывает хорошо, вокалу все-таки хочется добавить выразительности. Но напоминаю, что можно использовать настройку 3 встроенных эквалайзера, к примеру, четкий для усиления высоких частот. Из минусов: нет датчиков автопаузы, нет ANC, нет режима прозрачности, нет беспроводной зарядки бокса, для настройки звучания не предусмотрели полноценного кастомного эквалайзера. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и это относится, еще раз повторяюсь, основным плюсом данного устройства. BBK плохого не делает в наушниках вообще никогда. Можете написать про их неудачные модели, не то, что вам брак пришел, потому что все бывает, так сказать, а именно про неудачные модели. Мне интересно ваше мнение, буду благодарен в комментах. Резюмирую, Realme Buds Air 3 Neo — это урезанная версия Realme Buds Air 3. Однозначно за ценник, который я скидывал в телеграм-канал скидок, они топ. Если вам нужны бюджетные наушники с отличным звуком, полноценным управлением через тап и корректно работающим приложением и хорошим дизайном самих наушников, эта модель однозначно достойна вашего внимания. Всем, кто оставил коммент, огромное спасибо. Любой для продвижения на YouTube это важно, учитывая, что сейчас это важно вдвойне. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, кому не жалко. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Завтра топ планшетов.